Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Bon Appetit Life. И сегодня я хочу поделиться с вами одним шикарным рецептом. Но прежде чем показать вам рецепт, который вы просили, называется «Языки хейтеров», я вам скажу, я сегодня нахожусь в гостях у канала Осмедиа. Кухня в Северной Осетии, в шикарном месте. И хочу, чтобы вы увидели моего лучшего друга Мурка. Вот. Всем добрый день, всех приятно видеть. Ну что, сегодня мой брат Мурат будет готовить свое фирменное блюдо. Языки, бараньи языки, которые он готовил на фестивале. Ну, тогда было такое общее, размытое какой-то рецепт. Сегодня это будет конкретный рецепт, чтобы вы поняли, как это готовится. А я сегодня буду такой же зритель, как вы, и такой же потребитель, как вы. Я буду сегодня только пробовать, готовить будет только Мурат. Так что мы начинаем. Ну, если надо будет что-то помочь и так далее, я рядом. Все. И буду учиться у тебя, учиться. Я тоже этого никогда не пробовал и не готовил, так что буду учиться сегодня. Значит, друзья, изначально я не буду показывать, что я делал с этими языками, я просто расскажу вкратце. Языки я эти сварил. Варю я их до 90% готовности. Для чего? Для того, чтобы снять вот с этого языка шкуру. Чтобы снять отсюда шкуру, надо сварить его до 90% готовности. А потом, как вот обычно люди варят яйца, в ледяную воду закладываешь. И после этого, когда они остынут, отходит ихняя шкурка. При варке я добавлял туда лавровый лист, перец горошка, подсолил. Ну и, соответственно, вот такая красивая картина у меня получилась. Далее я буду его мариновать. Мариновать я его буду на абхазской аджике с томатом, с помидорчиками. Вот. Если абхазской аджики нет, можете использовать любую аджику, продается в гипермаркетах. То есть, ну, каждый на свое усмотрение. Если совсем не хотите, можете соль, перчик, чесночок, и будет замечательно. Давайте замаринуем. Я вот примерно вот такой ложечки достаточно. Прям вот такой ложки достаточно. Да, перемешивать, да, конечно. Жгучий, да? Он не столько жгучий, он и острый, он и горький немного, то есть соусы из него очень хорошие получаются. Если его, допустим, даже с айраном смешать. То есть вместо майонеза даже можно использовать, если айрана нет и так далее, кефир. Да, можешь сделать обычный соус. Соус для мяса. Взял литр, там пол-литра кефира, допустим, пол чайной ложки аджики, перемешал. Очень жгучая тема. И- Я буквально пальчик туда макнул, и она не сразу, но потом. Ну да, ну такая интересная вещь. Это абхазская аджика, она состоит около 40 специй, но помидоров в ней нет. В основном это нет, перцы да? и травы, да. Также я возьму 3-4 средних помидорчика, чтобы дать немного сочности. Осы налетели сразу, да? Они же тоже вкусно чувствуют. Ну, помидор произвольно, да, режется? Да, без разницы, нужен просто сок от него. На какое количество языков ты 3 помидора сделал? Сколько здесь? Здесь 4 помидора и 4 около... килограмма, Да, 4-5 килограмм, где-то по весу я точно не знаю, Мурат, но здесь ровно 100 языков. То есть посолим. Солить много не буду, потому что при варке я уже посолил. Да, да, да. И отправим соус наш прямо в языке. Ну и тщательно это все перемешаем. Приправ никаких? Нет, все находится в аджике, да. А, есть там. Да, да, там все приправы и травы, и все. В принципе, да, она остренькая. А томаты я добавляю для того, чтобы как бы сделать эту сок, да, чтобы он был жидче, так сказать. Пока вместе оно будет мариноваться и пропитываться, я вам покажу одно блюдо, которое навряд ли вы где-то видели. Я уверен, каждый из вас кушал когда-то кусок мяса, и посередине этого мяса в косточке бывал костный мозг. И когда мясо доедаешь, этот кусочек, получается, выковыривал оттуда.
Сегодня у нас вот такие голени от говядины. Вот этот самый костный мозг. Посмотрите, сколько его много. Сейчас мы его пожарим на гриле, подперчим, посолим. И это будет самая вкусная закуска, пока маринуется основной шашлык. Вот так, друзья, смотрите. Оп. Я, как и вы, вижу это сегодня в первый раз. Но вы оттуда, а я прям здесь. Может, я думаю, это будет очень вкусно и, Да я даже уверен. и капитально. Так, ну что, посолим. Нижнюю часть косточки мы будем использовать, ну, как сковородку. В этой кости прям внутри будет жариться вот этот костный мозг. Очень вкусный, сочный, мощный. В общем, сами все увидите, друзья. Немножечко перчика. И когда он начнет жариться, мы туда добавим еще тонкий стручковый перец. Готовить мы его будем в пловере. Вот так. Как я и сказал, за место сковородки у нас будет собственная кость. Крышкой накрывать будем? Нет. Или он вот так должен быть? Вот прям вот так он и будет жариться. Что, дорогие друзья, пока готовится наша первая закуска до основного блюда, мой друг сказал, без 50 грамм закусывать не будем. Ну, это самое то, костровые, самое вкусное. Ну, и чтобы все получилось, естественно, надо за это сказать. Парни нас поймут. Ну, и девушки тоже, почему нет. Что я хочу сказать. У нас на Кавказе старшие говорят так: если ты за день узнал человека, то есть это день прожит не зря. Вот мы с Муратом познакомились тоже вот через эту тему. Он уже не первый раз ко мне приезжает. Мы стали просто друзьями. Просто друзьями. Я всегда рад его видеть, как и он меня рад будет видеть у себя дома. Может, я где-то повторюсь, обидеть и оскорбить человека всегда можно, да? Но все исправить может времени не хватить. Так что давайте просто жить, дружить. Это самое лучшее, что на свете есть, да, брат? Дружить и любить друг друга. Злой человек, очень больной человек, жалкий человек. Он изнутри себя изжирает и так далее. Дружить, улыбаться друг другу. Что надо еще? Улыбнись, и тебе в ответ улыбнутся. Будьте здоровы все, чтобы счастье приходило к вам в дом. И чаще пусть улыбаются вам прохожие, любой знакомый и так далее. И вы в ответ тоже. Вот как мы друг другу улыбаемся, два Мурата. Если кто-то хочет между нами стать и загадать желание, пожалуйста. Канал Осмедиа Кухня, ссылочка будет в описании под этим роликом. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Спасибо, Мурат. Ну, дозы как в Осетии, блин. Естественно. Осетинский сыр. О. У них наливают как тиграм. Зато сейчас пойдет все шикарно, великолепно. Уже закипает. Друзья, закуска почти готова. Сейчас мы сделаем маленький нюанс и попробуем на вкус. Такой вот острый перчик. Пока она кипит, сейчас мы дадим ему вот такого сочку. А еще сейчас будет это все остренько. Вот так. Вот такая красота. Запах говядины. Запах вообще четкий. Жареная говядина, да. Ну что, дорогие друзья, вот наше первое блюдо готово. Самое, как говорят, дешевое, но самое вкусное. Почему самое дешевое? На самом деле это эксклюзивный деликатес. Его практически не достать. Но на выходе, как говорится, по вкусу оно идеально. Сколько по времени у нас готовилось? Оно готовилось у нас минут 10. Вот он пока закипел.
Ну, минут 10, в общем, мы добавили перчики, соль. Друзья, под такую закуску, как говорил один мой знакомый, грех не выпить. А выпить, ну правильно, может. А выпить я хочу сегодня за тех, кто по ту сторону экрана, кто смотрит это. Всем хочу пожелать прекрасного настроения. Готовьте вот такие необычные блюда, закуски. Это очень впечатляюще, это очень вкусно. От себя хочу сказать, да, будьте счастливы, будьте здоровы. Спасибо вам за лайки, спасибо, что вы есть. Мир вашему дому. Будьте здоровы, счастья, всем счастья. О, оба. Ну, слов нет, одни эмоции, друзья. Я первый раз это пробовал, действительно вкусно. Горячий просто. Очень вкусно. Остывает нормально, быстренько. Мгм. Во рту остывает хорошо. Это похоже на жир, но это далеко не жир. Он еще и острый от перцев стал, смотри. Смотри. Вот он, вот так набираешь, вот он. Вот так его раз. Да, очень вкусно. Ну, теперь приступаем к основному нашему блюду, да? Конечно. Сейчас мы пожарим язычки хейтеров Ага. и обязательно поделимся с вами впечатлениями. Много кто болтает, вот так заканчивают. Не, Мурик? Так. Ну что, друзья, вот такая красота у нас получилась. Сейчас мы это все поставим на угли. Буквально минут 10, по 5 минут с каждой стороны дадим красную корочку. Оформим. Конечно же, выпьем за ваше здоровье и поделимся с вами вкусом. Сколько в итоге надо будет? Минут 7, да? Да, вот с каждой стороны по минуты 3-5. В среднем, да, 7-10 минут. И Ну, будет жар готово. должен быть сильный. Жар, да, обязательно должен быть сильный. Так. Мурик, наливай. Пусть все напишут, что мы алкоголики. Вот стоит. Каждый был такой алкоголик. Посыпем лучком. Пусть он немножечко раскроется. И, конечно же, гранатом. Вот так немножечко. Для вкуса. Ну и для вкуса, и для вида и так далее. Ну, это Конечно. не так обязательно, если будут готовить наши зрители. Конечно. Некоторые добавляют соус на Что ширак. угодно можно добавить. Гранат, да, гранатовый. Как Но сам мы- себя чувствует человек, может добавить все, что угодно. Конечно. Главное, что уже готовое блюдо. Так, Мурик, Да. первым тебе дам заценить. Вот, да, горячий. Вот так. И себе тоже один. Вот так. Ну что, друзья, вот такое замечательное блюдо у нас получилось. И как я говорил ранее, не выпить под такую закуску просто грех. Мурат, с твоего Кем бы вы позволения. нас не называли, но это правда жизни. Мы так отдыхаем. Бывший друг ко мне приехал, сейчас брат. Ко мне приехал, ну как не выпить, я парень. Сейчас сначала мы пробуем. Сначала пробуем. Вдруг невкусно. Давай попробуем, а потом. Да, Да. я же могу нечестно сказать. Вдруг закусить не сможем. Конечно. И как? Если не вкусно, скажи, как Ничего особенного. Просто очень вкусно. Попробуйте, попробуйте, и будет вам счастье в жизни. А Остренько. то надо было добавить. Остренько. Не, надо было добавить. Будем говорить по-разному. Чуть-чуть надо было добавить остренького перца, надо было добавить. Но очень вкусно и так. Я же говорю, ничего особенного, но просто очень вкусно. Это уже само за себя говорит. Мурик, я так скажу, давай
мы скажем за тех людей, которые по ту сторону, правда? С удовольствием. Это те, ради кого мы. Ради кого мы это все делаем. Ну, вы могли и сами сидеть, и сами. Ну, вот люди, которые нам пишут приятные слова, пожелания какие-то, да, это такие же простые люди, как и мы. И они от души это нам все пишут. Этих мы не считаем. Каких? Языки хейтеров. да? Эх, мы вас Мы не это считаем, ваши языки не кончатся. Вот Мы за простые- нормальных людей говорим. Простые парни, простые девушки, Да. которые нам пишут, от души пишут. И настолько душевно, да, вот прям вот, Разрывается. да, клянусь. Я говорю вам еще раз, пусть в ваших семьях будет все хорошо, все шикарно, счастья вам. Я когда-то это говорил, счастье это все в этом слове. Счастье, все в этом слове есть. И хочу всем пожелать счастья, здоровья, благополучия. Пусть ваши желания всегда сбываются. Вот какие у вас есть желания, хотя бы на 50%, хотя бы пусть желаете, ваши сбудутся. За вас наши гроши, наши друзья и так далее. Это друзья, это уже семья. Да, да. Давай, братушка. За вас, друзья. Ссылка на канал Осмедиа будет под этим видео. Обязательно подпишитесь. Это чисто мужской канал на природе. Ваше здоровье. О, еще горячий. Ну, уже нормально. Оператор кушать не Кстати, оператор, очень вкусно. хочет? Оператор кушать не хочет? Закругляйся и присоединяйся. Там тем более приехали гости, нас очень много. Всем спасибо, всем пока, друзья.